Приветствую любителей турбореактивной тяги. Сегодня у нас очередная серия по запуску вот этого вот гигантского двухконтурного турбореактивного двигателя. Я думаю, сегодня мы точно сделаем первый прожиг его. Сейчас я должен перелопатить гору текстовой информации и разобраться с алгоритмом запуска. Чтобы ничего не забыть и не перепутать. Ну что, эпично было, не? Я весь в гравии в этом. Не, ну я же говорил, это серьезный двигатель, уже и кирпичи полетят, я же говорил. Это жесть, товарищи. Итак, ребята, что же это было? Да, это был первый запуск вот этого вот гигантского, нереально мощного двигателя. Причем запустился он с первой попытки. Этот двигатель именно. ВСУ не с первой попытки запустилась. Тут, как всегда, его отрубает, что-то там не контачит. Не могу понять, не могу разобраться. Уже в наглую его запускаю, этот ВСУ. А он все не хочет работать. А вот двигатель АИ-25 запустился с первой попытки. После того, как был запущен ВСУ. Запустился он сразу примерно на 19% тяги. Ну, в процентах тут некорректно считать, это именно 19% по руду. Чтобы вы понимали, малый газ у него примерно с 12 до 19%. Вот я на 19 и поставил. На минимуме у него где-то килограмм 100 тяги. Вот. А так как у нас 19%, я думаю, мы даже сейчас рекорд канала поставили и сделали 150 килограмм тяги, как мне кажется. Сразу как зажглась смесь, движок поехал и начал натягивать цепь. Было очень страшно, ребята, что порвет он таки эту цепь. Потом я глянул на кучу со щебенкой. С нее уже сорвало тент и начала лететь щебенка, начали лететь кирпичи. Это было просто ужасно. Но мы будем двигаться дальше. И после того, как я вам сейчас расскажу и покажу все тонкости запуска, мы попробуем его еще разочек стартануть, причем стартануть на более длительное время. Надо все-таки понять, как он работает, какие были обороты там и так далее. Потому что, честно говоря, я абсолютно ничего не успел понять. Как оно зажглось, ребята, это была просто жесть. Значит, одна из тонкостей, это то, что рабочее топливо подается на выключении реле подачи. То есть можете себе представить, да, если в ВСУ мы открываем соленоидный клапан и у нас идет рабочее топливо, ВСУ начинает работать. Кстати, из-за этого оно и отрубается, что-то там с этим рабочим клапаном не в порядке. Даже шунтирующий тумблер не помогает. Вот, смотрите. Так он щелкает, но когда он включен и зашунтировал всю вот эту вот систему, все эти там мозги, АПД запуска и прочее, он все равно отрубается по непонятным причинам. Возможно, проблема в самом клапане. Что-то там внутри при появлении давления, либо при температуре, либо еще при чем-то отходит. Короче, запомнили, здесь мы включаем соленоид и у нас пошла жара. В этом двигателе все наоборот. Здесь также есть соленоидный клапан основного топлива. Вот он там располагается глубоко внутри. Видно, где заканчивается проводок. И когда мы подаем на него напряжение, кстати, вот она вся панель запуска моя. И когда мы подаем на него напряжение, он именно отключается, друзья. То есть механика всего девайса устроена так, что он при отключении начинает подавать топливо.
Поэтому при начале запуска он должен быть включен. Иначе будет адский заброс температуры, потому что основное топливо будет подаваться сразу. А это не есть хорошо. Вот он, основной насос, подкачивающий подачи топлива. Но в него тоже надо подкачивать до 2,7 бара, насколько мне не изменяет память. С 0,9 до 2,7. Я же подаю примерно 0,2. Это очень мало, но кратковременно можно. Я думаю, ничего не произойдет. Будьте внимательны, если у вас будет такой движок. А на Авито такие продаются. Даже вот сейчас новые продаются по 17 миллионов рублей. Это жесть, товарищи. Но вот тоже секреты надо знать при этом. Иначе бо-бо-бо может быть. Может возникнуть вопрос, а как же быть, если у нас отрубилось электричество все-таки? И подача топлива не будет прекращаться. Это что же, он будет молотить все время? Нет, друзья, тут есть, естественно, еще одна система, да и не одна. Например, ручка Руда. Вот, видите, тянется кевларовая веревочка. Она здесь не просто так. Веревочка тянется до рычага управления двигателем. Вот он такой красивый. И видите, где стоит стрелочка? Около 20%. То есть, если мы ставим ее в ноль, дергая за веревочку, оп, именно это я и хотел делать в экстренных случаях, то движок должен заглохнуть, ибо кран закрывается. Ну а режим малого газа он поддерживает от 12 до 19%. Ну или около того. Далее мы уже наваливаем. Ну, работает, конечно, огонь. Просто огонь, ребята. Я вот здесь все поподписывал. Теперь мне легко ориентироваться. Я теперь абсолютно точно знаю, что здесь и как. И так даже легче запоминать. Я понимаю, в какую сторону какая жидкость двигается по трубопроводам. Спасибо за книги, которые вы закинули в телегу. У меня на самом деле эти книги были, но у вас почему-то они более полноценные. То есть там, где у меня 130 страниц, у вас почему-то 250. Как так получается? Что-то я не могу понять. Неужели скрывают от нас информацию все-таки в интернете? И полная информация только у людей на руках осталась. Вот же в чем вопрос. Теперь повнимательнее рассмотрим электросхему запуска. Вот видите, сколько проводов я подсоединил. Потом эти провода идут тремя кабелями по 4 жилы и соединяются вот в такой вот маленький пультик. Видите, сколько осталось. То есть получился такой вот маленький пульт управления. Я сам в шоке, если честно, друзья. Запускать такой гигантский движок с кучей трубок таким простым пультом. И без всяких проблем все запускается. Значит, смотрите, вот этим тумблером я открываю клапан подачи воздуха на воздушный стартер. Начинает раскручиваться гигантская крыльчатка там внутри. Компрессор с турбиной. И раскручиваться он должен примерно 9 секунд. После чего я поднимаю вот этот тумблер. Слышали, что начинает происходить? Начинает подаваться искра сразу с двух модулей. И открывается клапан подачи пускового топлива. То есть топливо подается совсем чуть-чуть. Потом я подаю основное топливо. Вот, собственно, и все. Так, это что касается электроники. Теперь идем на подачу топлива. Вот механическая бочка моя. Отсюда я подаю и на ВСУ по шлангу. Вот видите, пошло топливо на ВСУ. Здесь имеется такой тройничок, от которого все расходится. И подаю на двигатель. Вот пошло по шлангу, пошло. И зашло в двигатель. Вот. Но есть еще один шланг. Это обратка. Потому что двигатель качает механически очень много топлива. И его нужно сливать в бак. Еще из главного подсоединил 2 тахометра. Первый турбину высокого давления измеряет, второй турбину низкого давления. И то до 100% оборотов показывает. То есть оно не оборотики показывает, а проценты. Воздушный стартер на холодную до 20% раскручивает. Сколько он раскручивает, когда запустился уже двигатель, я не успел заметить, но должен не меньше 41% показать. Вот. И эту я тоже не заметил. Вообще, насколько-то раскрутился ли вот этот большой компрессор наружный или нет.
Потому что именно он создает основную тягу двигателя. Но я заметил, что только пошло топливо в двигатель и сразу цепура начала натягиваться. Перед запусками была грандиозная подготовка в виде точения всяких разных штуцеров. Вот раз штуцер, здесь два штуцер, кучу заглушек сделал, все заглушил, как мы и решили в телеге. Здесь заглушил, тут заглушил, там заглушил. Даже на всякий случай отверстие под генератор заглушил вот таким вот диском гигантским. Ну и то отверстие я тоже заглушил. В результате, друзья, ничего никуда не течет, не сочится. И все прекрасно, все нормально. Еще бы хорошо бы сделать подключение датчиков давления, давление масла, давление компрессора. И первой ступени, и второй ступени. Все это любопытно знать, понимать. Ну, а также давление топлива перед форсунками. Тоже интересно, какое оно. Ну вот, собственно, такой вот маленький рассказ, друзья. А теперь у меня по задумке взять, да и... Походу воздушный стартер, что-то мы заигрались, перегрелся. Блин, ребята, наплевал я на все правила безопасности и, похоже, сжег воздушный стартер. Вон корпус, видите, аж волдырями покрылся от перегрева. Ну, будем надеяться, я вовремя заметил. Так он вроде бы крутится, вроде бы ничего не тарахтит. Но надо делать ему какую-то ревизию теперь. Не, ребят, ну вы видели, как движок работает? Просто огонь! Аж с каким-то коловоротом вот аж трясет его. Блин, жалко воздушный стартер. Где бы еще такой один найти? И тогда все было бы в шоколаде. Забыл я совсем, что его надо отключать, и он адски перегрелся. Я почувствовал, что что-то не так, двигатель не так крутится, и все вырубил. Крыльчатки на двигателе вроде бы норм. Это компрессорные. Видите, подавался керосин, сейчас он там дымит. Ой, ВСУ опять же через раз запускается. Ну, а это на выхлопе. Все прекрасно, все хорошо. Ну, тут я ему не давал особо сильно коксу. Тут и должно быть все хорошо. Вот, ну, я надеюсь на это. Это только покажет, когда остынет воздушный стартер, и мы еще разочек это все дело попробуем. Да, ребята, все-таки, похоже, загубил я воздушный стартер. Крыльчатка хоть и крутится, она нормальная, но вот что-то вот в этой части, что-то там сломалось, похоже, не выдержало, потому что перегрев был дикий. Видите, немножко даже масло брызнуло, но это совсем чуть-чуть, как бы там гораздо больше. Но при вращении крыльчатки момент не передается на двигатель. Вот в чем прикол, что-то там оборвало. Да, к сожалению, так бывает. Хотел показать вам классное, красивое видео, но по итогу вот получилось так.
сломал редкую деталь. Не знаю, где ее теперь брать. Надо как-то где-то искать, заказывать, покупать. Может быть, вы подскажете, может быть, вы найдете. Может быть, у кого-то завалялась такая вещь. Ну, а у меня на этом все, ребята. Жду ваших комментов. Надеюсь, вам понравились эти запуски. Все, всем пока, до новых встреч. И да, по турбине высокого давления движок вышел по оборотам на 60%. По турбине низкого давления движок вышел на 25%. Не знаю, сколько это было тяги. Ну, наверное, килограмм 150. Потому что режим малого газа стоял. Ни больше, ни меньше. Все, теперь точно все. Не знаю, видно или нет, но почистили тоже тут нормально поляну. Кучу со щебенкой, кстати, не сдуло. Но сдуло полностью с нее пластик. Вон они, лохмотья. Завтра надо будет подприбраться. Машину закидала камнями адски. Просто адово. Я тут уже чистил. Вон на крыше, везде, ребят. Ну вот, что не сделаешь ради контента. Что делать? Да, и Олежку тоже закидала. Полностью. Целиком? Но мы готовы.